Таких детей всего 100 во всем мире. Только посмотрите, что с ними не так. Вы не поверите, что я узнала об этом ребенке, воскликнула медсестра Клэр, широко раскрыв глаза от удивления. В этом ребенке есть что-то необычное. Доктор Строум оживилась, услышав эти слова, доносившиеся из-за пределов палаты, и ее мозг лихорадочно перебирал возможные варианты. Была ли это врожденная аномалия, редкое генетическое заболевание? Она приготовилась к тому, что могло ожидать ее за этими дверями. В тот момент, когда она вошла в комнату, время, казалось, остановилось. На руках у матери лежал новорожденный, не похожий ни на кого из тех, кого она когда-либо видела. У маленького мальчика, крепкого и здорового на вид, была густая шевелюра, но это не был типичный пушок, присущий большинству новорожденных. Волосы этого ребенка блестели, как полированное серебро в свете флуоресцентных ламп и создавали почти неземное сияние вокруг его крошечного личика. Доктор Строум осторожно приблизилась. Ее профессиональное любопытство боролось с чувством благоговения. Родители ребенка, измученные, но сияющие от гордости, смотрели на него со смесью радости и неуверенности. «Доктор», — начал отец слегка дрожащим голосом, — «с ним все в порядке? Мы никогда раньше не видели ничего подобного». Когда доктор Строум наклонилась, чтобы рассмотреть младенца поближе, она не могла не восхититься открывшимся перед ней поразительным зрелищем. Кожа ребенка была бледной, но не такой уж необычной, а его глаза, когда они открылись, были глубокого завораживающего цвета. Однако больше всего внимания привлекли его волосы. Серебряная корона была такой блестящей, что казалась почти нереальной. Доктор Строум заверила родителей, что он совершенно здоров, хотя в голове у нее роились вопросы. «Но я должна признать, что за все годы моей практики я никогда не сталкивалась с подобным случаем», — пробормотала Строум. По мере того, как слухи об этом распространялись по больнице, в воздухе повисло ощутимое волнение. Медсестры и врачи находили предлоги, чтобы пройти мимо детской и украдкой взглянуть на замечательного младенца с серебристыми волосами. По городу поползли слухи. Было ли это чудом? Знак чего-то экстраординарного? Они и не подозревали, что этот ребенок, которого вскоре окрестят Марком, привлечет внимание не только одной больницы, но и всей страны. Однако вопрос, который был у всех на устах, оставался невысказанным, но ощутимым. Что именно отличало этого ребенка и что это значило для его будущего? Мария и Кевин всегда мечтали создать семью. Влюбленные старшеклассники стали молодоженами. Однако их путь к родительству оказался более сложным, чем они ожидали. В течение многих лет они катались на американских горках надежды и разочарования, которые сопровождают проблемы с зачатием. Каждый отрицательный результат теста, каждое неудачное лечение подрывали их решимость. Но их любовь друг к другу и к ребенку, которого они так хотели произвести на свет, никогда не ослабевала. «Я помню тот день, когда мы, наконец, узнали, что беременны», — рассказывала позже Мария. Кевин с затуманенными от воспоминаний глазами пришел домой с работы и застал меня рыдающей на кухне. Он подумал, что случилось что-то ужасное, пока не увидел положительный результат теста у меня в руках.
Последующие месяцы были наполнены подготовкой и предвкушением. Они превратили свою скромную квартиру в рай для своего будущего ребенка, покрасив детскую в мягкие, спокойные тона и заполнив ее игрушками. На протяжении всей беременности Мария светилась здоровьем и счастьем. Регулярные осмотры показали, что у нее крепкий, развивающийся ребенок. Акушер доктор Строум заверял их при каждом посещении, что все выглядит идеально. В ту ночь, когда у Марии начались схватки, Кевин отвез ее в больницу. Его сердце колотилось от волнения и нервозности. Пока тянулись часы схваток, он держал ее за руку, шепча слова ободрения и любви. Никто из них не мог предположить, какое изумление охватит родильную палату, когда их сын, наконец, появится на свет. Когда воздух наполнился первыми криками, коллективный вздох медицинского персонала возвестил о появлении на свет ребенка, не похожего ни на кого другого. В первые дни после рождения сына Мария и Кевин оказались в центре медицинского внимания. Доктор Строум, движимый профессиональным любопытством и искренней заботой о семье, провел серию тестов, чтобы разгадать тайну уникальной внешности Марка. Больничный коридор наполнился шепотом и предположениями. Медсестры, которые были свидетелями сотен родов, восхищались младенцем с серебристыми волосами, их глаза широко раскрывались от удивления каждый раз, когда они проходили мимо детской. Когда начали поступать результаты анализов, доктор Строум позвала Марию и Кевина к себе в кабинет. Супруги сидели, взявшись за руки, на их лицах отражались любовь к новорожденному сыну и опасения по поводу того, что они могут узнать. «Прежде всего», — начала доктор Строум мягким, но твердым голосом, «я хочу заверить вас, что Марк — здоровый мальчик. Его вес находится на пределе нормы, но это не вызывает беспокойства, учитывая его общее состояние здоровья». Мария и Кевин обменялись облегченными взглядами, но они знали, что это еще не все. Теперь, что касается его волос, доктор продолжил, мы исключили альбинизм, который был нашей первоначальной теорией. Альбинизм может быть опасен, так как он делает кожу уязвимой для ультрафиолетового излучения. Но уровень меланина у Марка в пределах нормы, и в его глазах нет признаков проблем со зрением, которые часто ассоциируются с этим заболеванием. «Так в чем же дело?» — спросил Кевин, понизив голос почти до шепота. «Что с ним не так?» Доктор Строум мягко улыбнулась и продолжила. «С медицинской точки зрения, с Марком все в порядке. Его серебристые волосы — это уникальная генетическая вариация, настолько редкая, что, по нашим оценкам, в мире может быть всего около 100 таких детей. Это открытие повисло в воздухе. Его тяжесть одновременно пугала и радовала. Глаза Марии наполнились слезами от облегчения, удивления и любви к своему необыкновенному ребенку. «Останутся ли его волосы такими же?» — спросила мать, ее голос слегка дрожал. Доктор Строум откинулась на спинку стула, выражение ее лица было задумчивым. Трудно сказать с уверенностью. Как правило, с возрастом у младенцев вырабатывается больше меланина, поэтому многие из них рождаются со светлыми волосами и глазами, которые со временем темнеют.
Возможно, цвет волос Марка может меняться по мере его роста, но пока он просто очень необычный и очень красивый мальчик. Словно в подтверждение слов доктора, в дверях появилась медсестра, держа Марка на руках. Серебристые волосы младенца играли на свету, создавая эффект ореола, который казался почти потусторонним. Кевин встал и нежно взял сына на руки, любуясь мягкими мерцающими прядями. «Он само совершенство», — пробормотал он хриплым от волнения голосом. Доктор Строум наблюдала за семьей со смесью профессионального удовлетворения и личной радости. За годы своей практики она стала свидетельницей бесчисленных чудесных родов, но Марк был чем-то по-настоящему особенным. В тот день, когда они выходили из больницы, Марк крепко сидел на руках у Марии. С появлением сына их маленькая семья вступила в мир, который навсегда изменился. Мальчик соответствовал той глубине любви, которую ему дарили родители. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь встречали таких детей? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.